Играешь в танки? Подписывайся на мой канал Индомитовод и обязательно прожимай колокольчик. Здорово, танкисты, всем привет, с вами Серега, с вами Индомит. Сегодня у нас очередной обзор танков нашей любимой игры World of Tanks. Сегодня у нас на обзоре Пантера, средний танк Германии 7-го левела, проходная прокачиваемая ветка. Вот такой вот агрегат. Давайте все и по порядку, сегодня полноценный обзор. Пойдемте посмотрим бронирование этой Пантеры. Погнали. Итак, вот наша Пантера. Collision модель, похоже чем-то такой на Еписе, да, похоже, но посмотрим броню. Значит, НЛД у нас 50 мм, приведенки 90, и это, конечно, безусловно слабое место, ослабленное очень. Основная бронеплита ВЛД у нас 85 мм, приведенки снизу 120, вверху 129, щеки то же самое, где-то 129, ну такое себе, пробиваться будет всеми практически. Башни у нас 120 мм, но расположены не под самым лучшим углом наклона, поэтому здесь всего лишь 124. Маска орудия вокруг, она такая вот закругленная, под конус. Здесь крепко, 304 кругляк, ну и вокруг кругляшок ствола, но он очень маленький, снизу 150, по краям 275, кстати. Щеки рикошетные, 180 приведенки, но под хорошим углом. Есть лючок, но он очень маленький, в него очень тяжело попасть, 138. Боковое бронирование у нас, значит, 70 миллиметров, 45, надгусеничная полка 52, но танковать он сможет за счет рикошета. Вот даже так ставим, через каток не бьется, перекручиваем, держит, перекручиваем сильнее, уже не держит, перекручивать нельзя. Фронтальное бронирование очень слабое, только щеки башни, вот, и маска орудия, все остальное картон. Итак, с броней разобрались, брони практически нет, от борта что-то может танковать, вот, ну и башни щеками да маской. Давайте смотреть основные модули. По основным модулям 3 пушки предлагается. Вот эта пушка, так называемая фугасница, нафиг нам на Пантере не нужна. Нас интересует вот этот ствол. Вот, 135 альфа, нищая альфа, даже для 7-го уровня. 198 пробития на основном, 244 на голде. Заряжается быстро, 4 секунды, время сведения 2,3. Невероятно точное орудие, 0,32 ДПМ 2000. Очень точная пушка. По башне она добавляет, по-моему, обзора, докидывает 10 метров. Вот. Остальное чуть-чуть брони докидывает. По рации стоковая 3-го уровня. Обязательно нужна вот эта на 710 метров. Качайте обязательно. Вы средний танк, вам это нужно. Вот. По двигателю 650 лошадей. Здесь у нас 700. Чуть-чуть прибавит вам подвижности, тоже нужно прокачать. По ходовой 32 градуса в секунду, здесь 30. Немного добавляет, но желательно тоже выкачать. По полевой модернизации, кстати, один уровень давайте возьмем. Вот. Во втором блоке скорость поворот ходовой. Прикольно. А штраф так. Качаем вот это, легкосплавные узлы. По поводу... Я бы взял на точность, еще бы улучшил. У меня просто экипаж больной, а у вас будет здесь лучше улучшаться. И, конечно же, качаем антибликовую маскировку фар, чтобы быть более незаметным средним танком. По оборудованию я поставил дефолтный комплект, в основной слот, дающий дополнительную подвижность, турбину, поставил просветленку и досол. И вам рекомендую также собрать ее. Вот. По снарядам 945 скорость полета на основном, это ББХ, голда у нас по отколу летит почти 1200. Скорость полета снаряд просто невероятная. Классная. По снаряжению ремка, аптечка, огнетушитель, желательно автоматический. У меня экипаж с Е50. С Е50. Да, поэтому я не тратил голду, не переобучал на эту машину. Поставил до паек, чтобы минимизировать потери. 5 членов экипажа. Перки смотрите вот в табличке, как показано. Качайте. По огневой мощи УВН у нас более-менее 8 градусов. По ХП 1300. Прочность, как у тяжелого танка на 7-м уровне.
невероятно много хп. По мобильности 60 вперед, 23 назад, 17 лошадей на тонну. Нормально она передвигается. По незаметности, у меня перк незаметности не вкачан вовсе. Там он в районе 32 будет, если прокачать незаметность. В движении будет где-то 22-24. По обзору 418 метров, у меня штраф 31, так был почти 450. С обзором все ровно. Вот. По плюсам и минусам машины. Танк большой, это минус. По броне нету, тоже минус. По пушке идеальная пушка, есть у УН, быстрые снаряды, хорошее пробитие, но нищая альфа. Незаметность более-менее, по обзору все хорошо. Предлагаю уже отправляться в бой, давайте поглядим, как Пантера играет в современном рендере. Погнали. Так, попали на линию Маннергейма. Попали к 9-му левелу. У нас обзор боем танка Пантера, средний танк Германии, 7-го левела. Проходная прокачиваемая техника. Вот. И вот я думаю, а где бы нам пристроиться. Сейчас пристроимся. Направо, наверное, поедем. Мешает этому танку нормально набивать, конечно, прям нищие. Противник на 12 часов. И это все? Куда снаряды летят? Враг уже близко. Это мне нравится. Получи! Добром это не кончится. Да вот. Надо валить. Поехали! Миленько. Получи! Да что ж такое-то? Хорошо пошло. Все, И этому вон, конец. Так, оставь Далису. Так, отлично. Так. Ну и где? Так, такое ощущение, что они отошли.
Это мне нравится. Повсюду. Берегись вражеской техники. Поаккуратнее там. Вот это мне напихали. Так. И это все? Попали. Хорошо пошло. Да не ерзай ты. Получи. Все, забрали. Меня не Ладно. остановишь. Полтораху, даже 1600 сделали, но на этом танке тяжело против восьмерок и маленькая альфа, прям настрел тяжелый. Что хочу за этот танк сказать. Хорошая, достаточно точная пушка, нормальная меняемая подвижность. Подвижность у нее реально неплохая, как для среднего танка. 7-го уровня, это очень немаловажно. Вот, ребята, так, мы заняли почетное 4 место в бою с восьмерками. Что-то там еще даже насветили. Так что мы молодцы. Но танчик туговатый. На нем с такой альфой тяжело настреливать, хорошие результаты давать, хотя и хорошие КД. Не всегда это помогает на самом деле с такой-то нищей альфой. Пишите свои комментарии, какой вы используете оборудование. Я этому танку поставлю 3 с небольшим плюсом, слабоватым все-таки. Вот. И ставьте лайкос, подписывайтесь на канал. Говорю, до скорых встреч, пока. Играешь в танки? Подписывайся на мой канал Индомита Вот и обязательно прожимай колокольчик.